Друзья, некоторые из вас, кто приобрел мой курс «Новый морской пейзаж», уже закончили его, отработали 5 уроков, и на моем сайте появились отзывы, вы можете их почитать. Для этого вам нужно нажать на плашку «Курс «Морской пейзаж», вы попадаете на страничку курса, где размещена подробная информация, о чем курс, что там такое, из чего он состоит, и там же есть отзывы людей, которые уже закончили, либо на подходе к концу этого курса. Я очень рад, что вам понравился такой формат. Я буду его продолжать с удовольствием. Ирина 100. Главный колорит – обнаженная попа. Унизительная картина для женского персонажа. Лучше не мог придумать. Понятно, что художник сексит. Сексит – это я даже посмотрел, что это такое. В Яндексе. Это тот, кто, как расист, принижает женщину, только по половому признаку. Но те, кто меня знает и по работам может увидеть, что я, наоборот, превозношу красоту женщины и считаю, что ничего в природе красивее женщины нет, не создано нашим начальством. Даже мужчина, по моему мнению, на вторых ролях. Иван Степ. Вы говорили, что каждое новое пятно в картине надо другой краской наносить. А вот один художник предлагает, чтобы основные краски были в каждом пятне, иначе картина будет раздробленной. Поясните и проясните, как это понимать. Чтобы была гамма, ничего на самом деле, никакого противоречия нет. Чтобы писать в гамме, нужно, чтобы основным цветом гаммы, например, холодная гамма, так вот этой холодной краской пропитан каждый цвет, который новый вы замешиваете. Новый же, новое пятно в картине, другой краской, другой. Но вы замешиваете вместе с холодом. Не обязательно этой, кстати. Простой пример. Вот, например, небо, отражение в воде, небо отражается, Я не знаю, дорога, тоже холодное все. Но небо – это же стихия пространства, воздуха. И не бывает так, что на дороге холодный цвет и на небе из одного тюбика. Смотрите, разницу в тюбиках ищите. Холодных уже у нас несколько тюбиков. Есть что? ФЦ, ультрамарин, кобальт, уже разные холодные. Небесно-голубая еще вообще там совсем другая. Или там королевская голубая. Вот разные тюбики вы используете. Но если кто-то работает в сближенных тонах, почему бы нет? Гамму держите и добавляйте, там красный вы хотите написать, но не в лоб красный прямо из тюбика. А если холодная гамма, значит с примесью какой-то холодной краски. Но опять, Иван Степ, я не против экспериментов. И за то, чтобы использовать иногда и чистые цвета. Это очень интересно. Особенно для тех, кто всю жизнь посвятил такой сдержанной палитре, правилам. И вот раз выйти за рамки правил и сделать открытым цветом что-то. Не обязательно все в картине, но что-то. И это будет, отрезвляющим моментом для всех и для самого художника. Султан Шаруков, здравствуйте. Вопрос про студенчество. Учусь на 2-м курсе художественного колледжа. Пишу много. И как можно зарабатывать на краски и холсты? Родители помогают, но вечно спрашивать тоже неудобно. Как вы справились в студенческие годы? Ходил в Битцу зимой, помню, какие-то досточки рисовал, картины копировал, кстати. Рисовал какие-то стенды, наглядную агитацию, еще где-то жил на птичьих правах. Сложно, ничего не поделаешь. А краски вообще невозможно было купить масляные. Их же продавали только членам Союза. Это сейчас в магазинах все, пожалуйста, что хочешь. Тогда этого не было. И я выпрашивал на Масловке у одной женщины, которая там работала. Пока никого нет, она мне немножко отпускала красок. Жалела. Тбилисский. Слава, привет, привет. Девушка в шляпе и красном платье, у тебя получилось что надо. А что вы в подкладке использовали? Подкладки? Подкладка, под платьем.
Расскажите, пожалуйста, немножко о цветах картины «Что за вами?» Цветах. А что о них рассказывать? Красками я пишу, масляными. Какие цвета? Какие видите, такие цвета. Ну, краски одинаковые у всех. Сочиняю, потихонечку мажу, там что-то замесы какие-то происходят. Получаются цвета. А как они гармонируют друг с другом, ну, об этом столько уже говорю. В работах видно на самом деле. Есть бесплатные уроки на моем канале, вы можете посмотреть, как это пишется из этих обычных красок, как рождаются замесы, и что происходит в голове. Ну, где-то я рассказываю, где-то нет. В уроках платных, так это все этому посвящено, пожалуйста, пользуйтесь. В подкладке к этой девушке в шляпе мартини, да, бокал мартини. Называется она сейчас на выставке в коробке, арт-коробка на Автозаводская, 18, можете посмотреть. Я скоро подвезу еще туда новые работы, и вы можете там их увидеть. Подкладка обычно любая. У меня краски на палитре остаются, я замазываю, либо близкие к тональности, которую я хочу показать, я закладываю цвета. Но на уровне закладки, вот на этом этапе, я могу закладывать более глубокие цвета. Бывает, что они совсем противоположные тому, что я буду писать. Тогда они просвечивают через вот эту противоположность. Ну, например, ультрамарином прокрыл, а потом пишешь красным. Да, и вот он просвечивает кое-где. Очень интересные эффекты появляются. Игорь Творогов. Домашние задания, рецензирование. А дипломы об окончании вашей школы живописи Вячеслава Короленко вы даете? Игорь в общем, один господин уже выдал первый диплом об окончании его онлайн-института живописи. Это очень-очень... Это, оказывается, важно даже сейчас. Интересно понять эту важность. Помните, как гласит народная мудрость: без бумажки ты какашка, а с бумажкой господин. Как считаете, актуально это и сейчас? Не знаю. Ну, хорошо. Допустим, вы получили эту заветную бумажку. Ну, куда вы с ней пойдете? Ну, хорошо. Допустим, вы получили бумажку, самую золотую из всех золотых, от вот этого господина, который выдал первый диплом об окончании. И что вы с ней будете делать? На улице, что ли, махать? В автобусе каждому? В галерею пойдете и показывать эту бумажку? Да они вообще им наплевать на какие-либо бумажки. Они никогда не спросят у вас, даже если у вас высшее образование или какое-либо. Что вы пишете? Покажите, что вы делаете. Ну, повесьте эту бумажку в самую дорогую раму. У себя некоторые в офисах вешают какие-то вот эти вот бумажки. Что делаете вы? Вот это, на мой взгляд, самое важное. Я всегда был такого мнения, что бумажка ничего не стоит, а стоит дело. Никогда меня не интересовали бумажки. Я даже учился, я помню, на высших режиссерских курсах, и операторских, при Останкино. И там одна женщина была, злая, не взлюбила она меня. И сказала, что мы вам бумажку не дадим. Да? Я сказал, нет проблем. Я сюда пришел не за бумажкой, а за знаниями. Мне нужны были знания, как работать в этой профессии. Они были шокированы и звонили мне, чтобы я пришел все-таки там еще за какой-то этой бумажкой. Я говорю, не нужна мне ваша бумажка. Ну вы же заплатили такие деньги. Да, но не за бумажку. Они были очень все удивлены. Я сказал, у меня своя студия, зачем мне бумажка? Я выпускаю продукт, фильмы. Мне нужны знания, все. После этого видео я предлагаю вам еще одно кино посмотреть. Называется «Место силы», 643. Будет интересно.